Ну что, ребятки, всем привет. 2023 год завершен, с чем я вас поздравляю. Начинается новый год, 2024. Во-первых, хочу вас всех поздравить с окончанием 2023 года. Желаю вам всем удачи, терпения, побольше счастья, достатка, здоровья вам и вашим близким. Самое главное это здоровье, конечно. И всего самого-самого наилучшего в 2024 году. В этом видео я хотел бы немножечко поговорить касаемо меня, моей карьеры. Ам, Первый дубль я уже записывал, он получился слишком огромным на самом деле. Я не хочу, чтобы вы смотрели целый час где-то ролик, поэтому сокращу его до минимума возможного. Значит, ребят, смотрите, сейчас я в руках держу вот такой вот блокнотик. Этот блокнотик подарила мне моя бабушка, и я решил, почему бы не использовать его, чтобы писать сюда какие-то мысли, какие-то важные идеи, ну, какие-то идеи, события и так далее. То есть, ну, просто важная книжка. И вот что сейчас выходит. Смотрите, это видео, наверное, такого первое в разговорном формате, ребят, поэтому надеюсь, вы меня поддержите. Я ранее таких видео не выпускал, но, опять же, как я уже сказал, я записал первый дубль, он получился слишком длинным, и я не хочу просто очень тянуть, ребят. Для всех я уже сказал по поводу 2023-2024, но хочу для своей аудитории также поделиться мыслями важными. Смотрите, в этом дневнике я записываю какие-то итоги, планы, то есть в данном случае сейчас итоги 23-го, планы на 24-й. Я тут понаписал несколько пунктов, ребят, и понял, что некоторые из них должны быть пока затмлены или в них, короче, будет держаться интрига. Некоторые из них я не назову, какие-то важные сейчас я озвучу вам, ребят. Ну, давайте начнем с того, ребятки, по поводу итогов 23 года, да. Самое важное, да, и максимально кратко я хочу сейчас сказать. Касаемо того, что у меня был канал в Телеграме и в ТикТоке по фильмам, которыми я занимался с 21 года. В ТикТоке там было 100 тысяч подписчиков, в Телеграме это было почти 9 тысяч, и их обоих заблокировали. И так или иначе я решил не сдаваться и продолжить свою деятельность в этом направлении. Но, ребята, я не знаю, как у нас будут дела идти дальше. Поскольку в последнее время я довольно плохо занимаюсь ютубом, хотя на этот у меня счет тоже есть вот здесь план на 24 год, я сейчас расскажу немножечко. Я занимаюсь по большей части сейчас другими делами, и вы в курсе этого. И сейчас ситуация такая, что я пытаюсь, очень стараюсь развиваться. Что будет дальше, я не знаю, ребят. Может быть, перейду в YouTube, может быть, там у меня получится. Я все равно буду как-то и заниматься параллельно YouTube'ом. Медийка в любом случае у меня будет, ребят. Будет. Вопрос в том, какой она проявится плоскости, понимаете? То есть, будет ли это YouTube-канал мой, да, и меня будут как летсплейщика знать, либо это условно на тот же паблик по фильмам, и оттуда будет какая-то аудитория. То есть, я вот это имею в виду. Понимаете, тут пока неизвестно. Но, смотрите, значит, я вот что хочу сказать, очень важно, это я не могу пропустить. Когда я лишился того и другого, да, канала, некоторые мои одногруппники подтвердили мне, что они очень хорошие друзья.
они меня поддержали, написали в свое время, и эта поддержка была для меня очень важной. Вообще я стараюсь быть самодостаточным, чтобы я не нуждался, наверное, в поддержке какой-то, но так или иначе, иногда поддержка очень важна для любого человека. И, понимаете, со временем ты приходишь к такой мысли, может быть, со временем, с возрастом, да, то, что ни одна твоя проблема не может быть решена другим человеком полностью. А самая большая помощь, которую тебе могут порой, ну, зачастую даже предоставить, это просто поддержать добрым словом, по факту дела. Потому что никакие деньги там, не могут, ну, для примера, да, взял деньги, не могут помочь решить проблемы. Но поддержка, да, и твоя сила воли, конечно, что там бахают, блин, уже. Я записываю это, вот у меня без 24 по Москве бахают до сих пор, капец. Вот. Я говорю огромное спасибо Ване. Я говорю огромное спасибо Даше. Вы их не знаете, но если ребята будут смотреть этот ролик, то, ребята, здорово. С Новым годом вас еще раз. Здоровечка вам и всего хорошего. Это люди, которые поддержали меня в свое время, когда у меня случилось вот такое несчастье. Я им очень благодарен. Ну и, конечно же, мои подписчики, ребят, вам тоже отдельное спасибо за то, что вы у меня есть, и вы тоже... У нас такая с вами, знаете, небольшая семья, когда вы обратитесь ко мне, я пошлю вас на 3 буквы, вы обратите, я обращусь к вам, вы тоже пошлете меня на больше букв. Но это... В этом весь прикол наш. Я это очень ценю. Я по поводу вот планов на 24 год, да, я тут некоторые мысли уже убрал, потому что это на слишком долго затянется, ребят. Если вы хотите разговорные ролики, чтобы я просто сидел и рассуждал, напишите об этом в комментариях, поставьте лайки там, чтобы я понимал, что вам действительно заходит такой контент, и вы хотели бы больше видеть подобных роликов на моем канале. По поводу планов на 24 год, ребят. Во-первых, я лишился канала в Телеграме, когда там было 9 тысяч подписчиков. ТикТок, да, это тоже обидно, но ТикТок как-то проще восстанавливается, нежели Телеграм. Я имею в виду по фильмам, опять же. Вот, и в 24 году я хотел бы как минимум там 10 тысяч подписчиков увидеть, да, поскольку где там 9 заблокировали, а я очень хотел 10 к Новому году вообще. Я думал, я встречу вот 24 год, где будет 10 тысяч подписчиков, ну, не получилось. Но я очень постараюсь, чтобы в 24 году эта отметка была достигнута. Это во-первых. Во-вторых, по поводу Ютуба. Ребят, вот по поводу Ютуба я хотел сказать то, что... Вы слышали это? Я не знаю, слышали вы это или нет, но кто-то с автомата нафиг стреляет, блин, на улице. Ту-т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 у. Сука, блин. Да, людям хочется веселья. По поводу Ютуба. Мой друг Макс говорит мне, иди, погнали сниматься в роликах разных. Он меня приглашает в фиты, там, вся подобная фигня. Я порой снимаюсь в его видео, но для своих каналов я очень редко, для своего канала, вернее, я очень редко выпускаю, потому что я хочу, чтобы на моем канале были какие-то более интересные идеи, что ли, понимаете, для роликов. А это тоже требует, блин, мозгов, это требует вдохновения какого-то. И поэтому, ребят, поэтому контент так редко выходит, да и плюс к тому же не нужно забывать, что у меня сейчас проблемы с учебой. Смотрите, 24 год, первое полугодие будет очень фиговым, потому что, ребят, у меня весьма плотный график по учебе сейчас будет. То есть у меня времени на YouTube не будет вообще, я думаю.
Своими фильмами я продолжу заниматься, постараюсь. А вот на YouTube времени практически не останется, к сожалению. Но второе полугодие 24-го, я считаю, выйдет попродуктивнее, потому что во втором полугодии у меня начинается лето. Летом я всегда только работаю над своими проектами очень активно. Это мое время года на работу. И универ первый курс будет, поэтому там не будет, я думаю, курсовых, там не встречу дипломных работ, конечно же, то есть такого напряга сильного не будет, как сейчас в колледже я испытываю, поэтому все окей, я считаю, в 24 году, во втором полугодии. Вот. Что еще я хочу сказать по поводу Ютуба? Я хотел бы, если вообще получилось бы, 10 тысяч подписчиков на ютубчике. Но, опять же, для этого надо много работать, а я не знаю, смогу ли. Верите ли вы в то, что будет 10 тысяч подписчиков в конце 24-го? Пишите обязательно в комментариях, будет интересно почитать. Следующая мысль, очень интересная, ребята, у меня по поводу того, что я думал создать некую команду. То есть, что имеется в виду? Я чуть позже введу в подробности дела своих подписчиков, но некоторые из них очень близки ко мне. Они действительно мои фанаты, можно так сказать, а мне нужна помощь. В любом случае, мне нужна помощь какая-то с модерацией канала на стримах, то есть это новые модераторы будут, да, новые модераторы, которым еще предстоит подрасти, я думаю, и поднахвататься опыта, но раз уж я хочу медийно расти, да, и стримы развивать, то мне нужны модераторы, которые уже сейчас будут подрастать и помогут мне следить за порядком на стримах, сука. Вот. Ну, кроме того, на самом деле, кроме этого всего, команда — это значит не только модераторы на стримах, это кое-что более интересное, касаемо того, что наверняка парни, которых я возьму, девушки, которые могут быть там, будут рядом со мной, наверное. Короче, мысли вслух. Сейчас я не сформирую это правильно, что я хочу сказать по поводу вот этой команды, но я потом дам знать, когда придет время, я дам знать. Это во-первых. Что еще я хотел бы сказать, ребята? Что еще я хотел бы сказать? По поводу того, что я оканчиваю третий курс сейчас, и будет ли вышка, ребята, она так или иначе будет. Я пойду на высшее образование. Ну, я допускаю такой вариант, что я вообще, может быть, отчислюсь, смотря как у меня пойдут дела лично у меня. Вот, не знаю, как оно будет, но когда у меня жил канал, Киноснэч называется, если кому интересно, вот этот паблик. Я за последнюю неделю его жизни заработал где-то 5000 рублей, и я подумал, блин, вот у меня так все хорошо идет. Я уже близок к этой победе, я уже близок. Вот оно рядом. Но у меня заблокировали канал, и после этого какая-то уверенность в завтрашнем дне пропала. Вот. Я продолжаю заниматься. У меня еще есть канал. И дай бог, чтобы его никогда не заблокировали. Вот. Но я сделаю от себя все возможное, чтобы он снова стал таким большим, популярным. Да. После того, как «Газпром» заблокировал, я думал, это было невозможно. Я спорил со всеми. Это как вообще произошло, сука? Да, но на самом деле я действительно виноват. Я нарушил там авторские права по одному проекту, поэтому получил звездюлей. Вот, ребят, наверное, я рассказал самое главное, что хотел, потому что вот 15 минут, я смотрю, запись идет. Когда я говорил все подряд, ночью я записывал один дубль, у меня заняло это где-то час.
Я не хотел бы, чтобы вы час тупо сидели, смотрели. Поэтому видео получится гораздо меньше, где-то в 3 раза, в 3-4, потому что зачем так много времени тратить? Опять же, если вам интересны разговорные видео, то пишите об этом в комментариях. Я что хочу сказать, ребят, еще напоследок пару мыслей. Вот эта вот книжка, я принял решение, что буду ее вести. Сюда я буду записывать какие-то определенные интересные мысли, идеи, события из года, да, цифры, какие-то показатели, для того, чтобы потом в конце 24 года, да, в начало 25-го я смог сделать более конструктивное видео. Может быть, оно станет гораздо больше по продолжительности, да, некий такой подкаст, условно говоря, где я сижу, говорю вам, вещаю, какими-то мыслями делюсь, а вы там на фон ставите себе, слушаете. Это же тоже прикольно, я думаю. Пишите в комментах обязательно об этом, если вы согласны со мной. То есть я буду эту штуку вести, будет больше мыслей, будет больше над чем порассуждать. А кроме того, хочу пожелать еще раз вам и вашим близким здоровья, самое главное, удачи, терпения и никогда не сдаваться. Знаете, ребят, после потери канала было мне довольно тяжело, обидно. Я много раз жалел о том, что нарушил вот в моменте авторские права и за что отлетел мой канал. Потому что когда ты уже чего-то добился, терять то, что ты уже добился, это, конечно, тяжело, это неприятно, но уж вот что поделать, опять же, надо продолжать работать так, как из того, что у тебя есть на данный момент на руках. Вот. Я решил не сдаваться, и я на самом деле горжусь собой очень, что я принял такое решение. Я не знаю, правда, как дальше пойдет в этом плане. Что произойдет далее? Оправдается ли вот эта целеустремленность, вот эта сила воли, или же ничего не получится, кто его знает. Я вот скрещиваю пальцы, что все будет хорошо. Я в это верю. Но я не хочу быть настолько вот слишком самоуверенным, как это было, например, на первом курсе моего обучения в колледже, когда я говорил, ходил, что вот я там самый крутой, я стал самым крутым стримером. По итогу не стал вообще. Я с того момента вообще не продвинулся, даже наоборот упал в стримерстве, ребят. Слишком уверенным себя считал, хотя нужно быть более спокойным, поставить перед собой цель и спокойно ее добиваться. Вот. Все получится, все будет хорошо, и главное, не сдавайтесь. Ставьте себе планы какие-то на 2024 год, на 2023, хотел сказать. Ставьте просто планы на следующий год, годы, и стремитесь к ним. Вот. Это, наверное, все, что я хотел сказать. Еще раз отдельное спасибо людям, которые меня в мое время поддержали. Это Макс, это Аня, это Даша, это Ваня, это мои подписчики, это моя семья. Спасибо вам всем. Семья на первом месте должна была быть в этом списке, но ничего страшного. Спасибо всем огромное, что вы у меня есть. Спасибо всем, что вы поддерживаете меня, за то, что вы смотрите видео, лайкаете их, пишите комменты, делитесь ими. В описании к этому ролику я оставлю ссылку на свой Telegram. Уже не личную страницу, а именно канал, потому что я путал, я на личную страницу оставлял нечаянно. На Дискордик, на Twitch, все в этом духе будет там, ребят. Всем еще раз огромное спасибо. Здравствуй, 24 год.
Мне недавно подходит пацанчик, говорит: братан, отдыхать надо. Типа, набухайся как следует, говорит, на новогодних праздниках. Я ему говорю, что я такой образ жизни не веду, я работаю. И пока все отдыхают, я работаю. Вот. И это круто. Хотя, конечно, бывают моменты, когда надо отдыхать, это правда. Но для меня отдых — это не суббота, а воскресенье. Для меня отдых — это тот день, когда я хочу отдохнуть, когда я считаю, что мне нужно отдохнуть. Мне нужен отдых. Вот это и есть отдых, ребят. Да, всем спасибо. 24-й год, здравствуй. Принимай. Я пока продолжаю работать. И встретимся с вами, ребята, в следующих видео. А они, если будут, должны быть очень даже интересными и прикольными. Всем бай-бай.